Прямо в эту самую минуту где-то в мире есть люди, которые зарабатывают тысячи долларов каждый месяц благодаря всего лишь одной машине. И я сейчас говорю не о модных бизнесах и не о рискованных инвестициях. Я говорю об оборудовании, которое производит то, что нужно людям каждый день, в любом городе и в любое время года. Сегодня я покажу тебе 3 самые прибыльные машины 21 века и объясню, как ты тоже можешь запустить с их помощью стабильный, масштабируемый бизнес. Начнем с первой машины – измельчитель металлолома. Каждый год в мире образуется более 2 миллиардов тонн отходов, и значительную часть из них составляют металлы, которые не теряют свою ценность со временем. В такой реальности измельчитель металлолома становится сердцем прибыльного и устойчивого бизнеса. Это промышленное оборудование предназначено для того, чтобы принимать огромные объекты, стальные балки, списанные автомобили, бытовую технику или старое промышленное оборудование и превращать их в компактные фрагменты, удобные для транспортировки и готовые к продаже. Измельчитель не просто уменьшает размер металла, он увеличивает его рыночную стоимость. Литейные заводы и металлургические комбинаты покупают уже переработанный металл, чтобы переплавлять его и использовать в новых изделиях. В результате создается производственный цикл, где переработка становится ключевым элементом, а оборудование, которое делает ее возможной, измельчитель, превращается в незаменимый инструмент для снабжения этих отраслей. Самое интересное здесь в том, что цена на переработанный металл формируется в долларах. Это означает, что бизнес не зависит только от локальной экономики, а в периоды роста мировых цен на металл, работающий на полную мощность измельчитель может в разы увеличить твою прибыль. В мире, где компании стремятся снижать себестоимость производства и соблюдать экологические нормы, спрос на такие перерабатывающие машины сегодня выше, чем когда-либо. Чтобы измельчитель металлолома работал на максимальной загрузке, первым делом нужно обеспечить постоянный поток сырья. Для этого заключаются договоренности с автосервисами, небольшими пунктами приема металла, транспортными компаниями, строительными фирмами и промышленными предприятиями, у которых есть металлические конструкции, старое оборудование или списанная техника. Эти партнеры не только поставляют тебе сырье, но часто заранее уведомляют, когда у них появляется металл, готовый к вывозу. Ты можешь выстроить еженедельные или ежемесячные маршруты сбора, чтобы машина никогда не простаивала. Важно понимать, что этот бизнес начинает приносить деньги еще до запуска оборудования. Многие компании платят за вывоз и утилизацию металлолома, потому что у них нет места для хранения или техники для переработки. Ты предлагаешь профессиональный, быстрый и безопасный сервис, беря оплату за тонну или за рейс. Таким образом, твой измельчитель уже приносит косвенную прибыль просто за счет самой услуги. Когда металлолом поступает на площадку, ты пропускаешь его через измельчитель. Громоздкие элементы, балки, кузова автомобилей, двигатели, промышленная техника превращаются в однородные фрагменты. Это упрощает транспортировку и значительно повышает коммерческую ценность материала, потому что заводы предпочитают чистый, измельченный металл, готовый к переплавке. Именно здесь ты превращаешь обычное сырье в востребованный и лучше оплачиваемый промышленный продукт. После переработки следующий шаг – продажа. Измельченный металл продается по килограммам или тоннам литейным заводам, металлургическим комбинатам, а иногда и международным экспортерам, работающим на глобальном рынке переработки. Предлагая металл, готовый к переплавке, ты продаешь его дороже, чем необработанный лом, тем самым увеличивая свою маржу. Кроме того, цена часто привязана к мировым котировкам металлов, что позволяет зарабатывать больше в периоды ценовых скачков. Самая сильная сторона этой модели в том, что измельчитель приносит доход в 2 точках одновременно – в момент приема металла за счет платы за вывоз или утилизацию и в момент продажи готового продукта за счет добавленной стоимости переработки. Это создает стабильный и предсказуемый денежный поток, который удобно реинвестировать в новое оборудование, расширение мощностей или диверсификацию бизнеса, например, в автоматическую сортировку металлов или разделение по частоте.
Тебе не нужно начинать с огромного завода. Можно стартовать с компактного измельчителя, способного перерабатывать от 5 до 10 тонн в час. Этого достаточно, чтобы обслуживать любимых клиентов и создать первую нить поставщиков сырья. Когда поток металла стабилизируется и продажи станут регулярными, следующим шагом будет расширение, установка конвейеров, автоматических систем подачи и магнитные линии сортировки для разделения стали, алюминия и меди. Это позволит продавать каждый вид металла отдельно по более высокой цене. Со временем ты можешь вырасти от малой перерабатывающей площадки до полноценного центра утилизации, способного принимать большие объемы, заключать контракты с промышленными компаниями и участвовать в тендерах по управлению отходами. Чем выше мощность и автоматизация, тем конкурентнее цены и выше прибыль. Вторая машина – гранулятор кормов для животных. Мировая индустрия кормов для животных превышает $600 миллиардов в год и продолжает расти благодаря производству мяса, молока, яиц и рыбы по всему миру. В этом рынке гранулятор – ключевое оборудование, которое превращает сырье, такое как кукуруза, соя, пшеница, растительные компоненты и минеральные добавки, в плотные и однородные гранулы. Такие гранулы легче хранить и перевозить. Они улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ у животных, поэтому именно этот формат предпочитают при кормлении кур, свиней, крупного рогатого скота, кроликов, лошадей, а также рыбы и креветок в аквакультуре. С помощью гранулятора ты можешь контролировать размер и плотность гранул под конкретный вид животных, открывая путь к диверсифицированному бизнесу, работающему сразу в нескольких сегментах рынка. На фоне постоянного роста спроса на животный белок, производство качественных сбалансированных кормов становится долгосрочной и стабильной возможностью, а гранулятор – центральным элементом этого процесса. Первый шаг к прибыльности – закупка сырья по минимальной цене. Кукуруза, соя, пшеница, отруби, растительные добавки, витаминные и минеральные комплексы. Покупка напрямую у фермеров, мельниц или оптовых поставщиков дает лучшие условия и стабильные объемы. Чем ниже себестоимость тонны сырья, тем выше твоя маржа. Каждый вид животных имеет свои потребности. Куры, например, нуждаются в высоком содержании белка и кальция для роста и яйценоскости, тогда как крупному рогатому скоту требуется больше клетчатки. С помощью зоотехника или готовых рецептур ты настраиваешь состав смеси, оптимизируя здоровье и продуктивность животных. Это позволяет выпускать несколько линеек кормов на одном и том же оборудовании и расширять рынок сбыта. Смесь поступает в гранулятор, где под воздействием давления и температуры превращается в плотные гранули. Ты можешь настраивать диаметр от 2 мм для рыбы до 12 мм для крупного скота, обслуживая разных клиентов одной машиной. После охлаждения гранулы фасуются в мешки по 25 или 50 кг, либо в мелкую упаковку для специализированных магазинов. Основные клиенты – фермы, птицефабрики, рыбные хозяйства, инкубаторы и агромагазины. Продажи большими объемами обеспечивают регулярные контракты и стабильный доход, а прямая доставка усиливает лояльность клиентов. Ты можешь начать с малого, обслуживая местные хозяйства, и постепенно расти. Со временем создать собственный бренд комбикормов, получить базовые сертификаты качества и выйти на региональный или национальный уровень, включая экспорт в соседние страны. Третья машина – станок для производства бетонных блоков. Строительство – один из самых мощных двигателей мировой экономики с оборотом в триллионы долларов и постоянным спросом. Потребность в жилье, коммерческих объектах и инфраструктуре не исчезает никогда. В этом секторе станок для производства блоков становится основой устойчивого бизнеса с постоянным спросом. Он превращает цемент, песок, щебень и воду в прочные бетонные блоки с высокой коммерческой ценностью. Сырье доступно и недорого, а готовый продукт востребован всегда. Ты можешь производить стандартные блоки, пустотелые элементы, брусчатку и декоративные изделия, расширяя ассортимент. Даже полуавтоматический станок способен выпускать от 3 до 5 тысяч блоков в день, обслуживая местных застройщиков и магазины. С ростом спроса ты можешь перейти к полностью автоматизированной линии и заключать контракты с крупными строительными компаниями.
Все три машины – измельчитель металла, гранулятор кормов и станок для блоков – не зависят от моды и трендов. Это реальные отрасли, которые двигают миллиарды долларов и будут расти год за годом. Неважно, живешь ты в большом городе или в сельской местности, эти машины производят то, что нужно каждый день. Если ты действительно хочешь сделать шаг и запустить собственный бизнес, тебе нужно знать, как правильно импортировать оборудование из Китая без посредников, по лучшей цене и с надежными поставщиками. Если тебе интересны реальные прибыльные бизнес-идеи, подпишись на канал и включи уведомления. Каждую неделю я делюсь проверенными возможностями, стратегиями, масштабированием и реальными примерами людей, которые начали с нуля и теперь живут за счет своего бизнеса. Не просто смотри, действуй.